бы тебя попросили описать Бали одним словом, какое бы это слово было? Волшебно. Это тот остров, где люди ищут и находят свой путь. Бали — это духовное место. Bali have a bit of everything. Бали. Так, это же не выпуск Птушкина. У меня есть свое интро, поэтому поехали, ребят. Где-то в сердце Индонезии спрятан остров, который не найти на карте души. Здесь люди теряются, время исчезает, а жизнь делится на до и после. Это место, где звук океана говорит сильнее слов, а тот, кто однажды ступил на его землю, уже никогда не будет прежним. Но пока немного оставим позади кинематографичную историю, ребят. Людей, снимающих выпусков про Бали, просто бесконечное количество. Да, и я тоже не исключение. Но в чем главная задача данного фильма? Задача данного фильма — это не просто раскрыть феномен магнетизма Бали, а доказать гипотезу, что Бали является лагерем для взрослых, где место найдется абсолютно каждому. И чтобы вы не думали, что дальше будет только прикладная социология или математика, я вынужден сделать анонс к этому выпуску в лучших традициях Ютуба. Поехали. Итак, ребят, в сегодняшнем выпуске я покажу вам Бали без фильтров, где проходят ретриты, что за атмосфера в Убуде, Улувату, почему Ченгу — это московские патрики на минималках. Мы зададим главный вопрос: а есть ли на Бали жизнь вне Инстаграма, или все, что вы видите в соцсетях, это лишь красивая обертка? Будет серфинг, спортзалы, комьюнити, кафе, храмы, вулканы, обратная сторона Бали, океан на рассвете и люди, которые улетели сюда на месяц, а остались на годы. Будет красиво, но в первую очередь будет честно. Деньги, 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 секс, 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 секс и очень такие вибрации, максимум вот сюда поднимаешься, то есть, и плюс тут очень много лже каких-то учителей, лже-шаманов, лже, и даже немножко подташнивает от этой всей истории. Перед тем, как мы нырнем в атмосферу Бали, давайте быстро разберемся, как вообще передвигаться по Бали. Здесь все живут на байках, ну просто все. Я протестировал все, что крутится на двух колесах, от легких и милых Скупи и Филана. Это такие байки для размеренной езды и фоточек в Инстаграм. До настоящих турбосамолетов на колесах N-Max и X-Max. Вот это уже про мощность, комфорт и ощущение, что ты байкер с опытом. На машине тут можно ездить, но только если вы любите стоять. Серьезно, пробки, узкие дороги, парковок почти нет, но об этом чуть позже. Поэтому байк — это свобода. А если боитесь водить сами, легко заказывайте Gojek или Grab, и вас довезут куда угодно за пару долларов. Это очень быстро, эффективно, но у всего есть свои последствия. И как минимум, наверное, этот способ не подходит девушкам, особенно которые следят за своей прической или которые едут на какое-то свидание или встречу, потому что с вашими волосами будет примерно следующее. Если вы делали дома какую-то укладку, готовились к выходу, поверьте, тогда этот вариант не для вас. Короче, байк — это must-have на Бали. Ну а мы с вами отправляемся в сердце креативного Бали — Ченгу. Если Убуд — это душа острова, то Ченгу — его пульс. И здесь не застывает ни одно утро без запаха свежесваренного кофе, звона серфов и щелчков клавиатур, потому что именно здесь, в коворкингах с видом на рисовые поля, работают удаленщики со всего мира. Раньше Ченгу был скромной рыбацкой деревушкой, но сегодня это эпицентр модной жизни Бали. Улицы района — это микс дизайнерских кафе, концепт-сторов, баров с лайв-музыкой и стильных вилл, утопающих в зелени. На закате все дороги ведут к океану. Берег Ченгу — это священное место встречи серферов, цифровых кочевников, модных инфлюенсеров и тех, кто просто ловит вайб. Волны здесь непростые, но именно за это их и любят. Здесь каждый находит свою волну, в прямом и переносном смысле. Кто-то в море, кто-то в творчестве, кто-то в свободе жить не по шаблону. Ченгу — это Бали нового времени. Это смесь Запада и Востока, креатива и расслабленности, природы и урбан энергии. И пока ты здесь, ты тоже часть этого уникального микса. Жить на острове, почувствовать свободу, покататься на байке. В ресурсе в потоке, но это уже классика.
Но знаете, ребят, есть одна очень важная деталь, без которой рассказ о Чингу будет неполным. Это трафик. Да, именно он. Да, ребята, главный минус Чингу — это его адовый трафик. Просто посмотрите на это. Пробки здесь как утренние смузи. Они здесь густые, медленные и почти ежедневные. Особенно в час пик, когда кажется, что все решили одновременно доехать до одного и того же кафе за смузи. Поэтому скутер — это не просто транспорт. Это суперсила на Бали. А еще это повод замедлиться и посмотреть по сторонам, ведь даже стоя в пробке в Чингу, ты все еще на Бали. И вот мы подобрались к первой причине, почему Бали — это лагерь для взрослых, где любой сможет найти себе место, и это легкость знакомств в комьюнити. Ведь Чингу — это не только про локации, это в первую очередь про людей. Здесь знакомиться не по принуждению, а по инерции. Просто потому, что ты сидишь за соседним столиком, или потому что утром ты оказался рядом в очереди за капучино на кокосовом молоке. Здесь никто не ждет повода, чтобы заговорить. Общение на Бали — это как теплый океанский бриз. Оно легкое, естественное и всегда к месту. В Чингу ты можешь приехать один, но уехать с десятком друзей, парой бизнес-идей. Какой, по твоему мнению, наилучший район на Бали для того, чтобы открывать заведение? Смотря какая у тебя еда будет. Если мясо и фастфуд, это Чангу. И если такой ресторан, где можно сидеть, поболтать, это Улувату, Убуд, Семеняк, вот так вот. И, возможно, даже с новыми смыслами, потому что тут легко быть собой, без формальностей, без надетых ролей. Изначально в родном городе, в Новосибирске, я чувствовал, что мне как-то тесно, некомфортно, грустно. Переехал в Москву. Спустя пару лет эйфории от Москвы тоже начал чувствовать, как будто бы мне, не мое, не дышу полной грудью. И вообще я летел в Канаду. Бали был промежуточным пунктом, но когда я вышел из аэропорта, я впервые в жизни почувствовал себя дома. Так я тут и остался. И просто ты и люди, которые тоже решили пожить немного иначе. Мне очень хотелось когда-то, еще очень-очень давно, когда учился в университете, приехать, просто пожить на острове, почувствовать свободу, покататься на байке. А потом это переросло в какой-то больше смысл. Коворкинги, йога-студии, комьюнити-ивенты, пляжи, серф-вечеринки. И все это не только про занятия, но и про соединение. Здесь, как нигде, ощущается, что ты часть чего-то большего. So, what is the best place in Bali you've been to? But in Bali, particular, what I like most is so far that I have seen is Uluwatu. Допустим, я переехала на Улувату, потому что мне хотелось спокойствия в движении на дорогах, потому что в Чингу очень много пробок. Мне хотелось красоты, пляжей нормальных. Но у меня еще один был нюанс. На Улувату есть места, где можно бегать. Итак, ребят, если вы действительно хотите понять, за что люди влюбляются в Бали, то Улувату раскроет вам остров с одной из самых кинематографичных сторон. Улувату — это южная оконечность Бали, часть полуострова Букит. Здесь нет суеты Убуда или тусовочной энергии Чингу или Куты, зато здесь есть скалы, панорамы и лучшие серф-споты острова. Пляжи в Улувату — это белый песок и крутые скалы. И чтобы попасть на пляж, почти всегда нужно спускаться по лестницам или тропам, но оно того стоит. Все они фотогеничны, малолюдны, и это прям про тот самый Бали с открытки. Здесь находится один из 6 ключевых храмов Бали. Он расположен на скале прямо над океаном, куда стоит ехать на закате. Виды фантастические. Плюс вечером показывают традиционный танец огня на фоне заката, что очень атмосферно. Ну прям очень.
И теперь добро пожаловать в нашу следующую причину, по которой Бали является лагерем для взрослых, где место найдется абсолютно каждому, и это серфинг. Улувату — это мекка для серферов со всего мира. Местные волны — это вызов даже для профи. Здесь, на этих пляжах, под этими скалами, серфинг — это не спорт, это стиль жизни. Это почти религия. На Бали серфят все, от новичков до мировых чемпионов. Кто-то приезжает за экстримом, кто-то за терапией, а кто-то просто потому, что ничего более настоящего в жизни не нашел. Тут не важно, какой у тебя уровень, важно выйти на доску и попробовать, потому что именно здесь волна — это не просто вода, это твой учитель, твой вызов и твой кайф. Серфинг здесь везде, от досок у каждого кафе до детей, ловящих волны после школы. Здесь большое количество магазинов по серфинг-тематике, серфинг-отелей, где вы буквально находитесь в паре шагов от нужного вам серфинг-спота. И именно здесь я понял, что я тоже должен попробовать. Поэтому сначала необходимо переодеться. Моя первая тренировка, скажем так, океан меня встретил нежно, но с характером. Падения? Да, были. Глотнул ли я соленой воды? Да, неоднократно. Но вот она, первая волна. Нестабильно, коряво. Но я встал, и в этот момент я понял, я здесь. Я в потоке. И с этого момента все изменилось. Я начал серфить каждый день по несколько часов, порой даже по 2 раза в день. Через пару дней я уже не просто стоял, я кайфовал. И знаете, серфинг затягивает, он чистит голову, оказывает терапию и каждый раз бросает тебе вызов. И честно, я начал понимать, почему серфинг здесь называют религией. Well, Sergey, when you come to the beach, you're not talking just about surfing. You're talking just about the whole entire environment. The environment includes like the feet on the ground, so you can make like that connection with the earth. You have that cold water spray in your skin, so improve your circulation. Then you have the line, what is like a very special thing, so you can put your mindset back on together and make like a psychology and a therapy. And then you have the energy of the ocean, and then you have the emotions of a surfer wave, what is the adrenaline, and then the endorphin can take the whole day here. Could be a benefit from surf. So surf is more than just a sport, it's a lifestyle, it's a way to go. Серфинг дает драйв, дает свободу, кайф, но Бали — это не только про тело. Здесь ты в какой-то момент начинаешь чувствовать, что сам остров будто зовет тебя копнуть глубже. И вот тогда дорога ведет вглубь острова, туда, где шум волн сменяется шепотом леса и запахом благовоний. Добро пожаловать в Убуд и нашу третью причину, по которой Бали — это лагерь для взрослых, где место найдется абсолютно каждому. И это ментальная перезагрузка. Я бы никогда не подумал, что я могу оказаться в такой ситуации. Убуд — это духовное сердце Бали. Место, где йога, медитации, церемонии и смузи-боулы сливаются в одно целое. Здесь каждый первый практикующий, каждый второй целитель, каждый третий просто ищет себя. Кто-то находит, кто-то уезжает в еще большем тумане, каждый четвертый ест только активированную еду, каждый пятый лечит себя энергиями луны, а каждый шестой вообще не разговаривает неделю, потому что у него ретрит молчания. Убуд — это когда ты просыпаешься не от будильника, а от звуковой ванны, которая доносится из соседнего бунгало. Это когда утро начинается не с кофе, а с масала чая, заряженного интуицией. В кафе Убуда ты не просто ешь, ты вступаешь в энергетический контакт с локальной веганской едой, в которой обязательно будет киноа, потому что это карма, цветы, потому что это красиво, и что-то фиолетовое, что ты не можешь идентифицировать, но оно успокаивает печень. Но если серьезно, то
за всем этим ароматом благовоний и беспощадной осознанностью есть в Убуде что-то реально притягательное. Здесь хочется замедлиться, подумать, побыть в тишине, а может просто дать себе отдохнуть от всего внешнего. Существуют такие меридианы Земли. У этих меридиан Земли есть... Ну подожди, дай скажу, это интересная информация. Научно. Это ставка. научное объяснение, почему Бали считается духовным местом. Ну хорошо, конечно, это не научно, ничего не доказано, хотя, не знаю, считается, что вся Земля исполосана определенными энергетическими меридианами. Вот. И эти меридианы в некоторых местах пересекаются. И эти места считаются точками силы, местами силы. Так вот, эти меридианы пересекаются именно на Бали. Одна из точек пересечения Бали. Вот почему считается, что это духовное место. Следующее, 2. Почему Бали это духовное место? Потому что здесь есть все. Океан, вулканы, джунгли и еще. Почему тоже мы, европейцы, когда приезжаем сюда, ощущаем это как духовное место? Потому что здесь в каждом доме храм. Во-первых, в каждом доме храм. Во-вторых, каждое утро балийцы выходят с подношениями для богов, ставят их перед домами, ставят их на перекрестках, освещая этим весь остров. В какой-то момент я уже прошел звуковую ванну, какао-церемонию, посидел с женщиной, которая разговаривает с луной, и тут кто-то сказал: если ты правда хочешь очиститься, иди на Мелукат. Это делают сами балийцы, это настоящее. Мелукат — это когда ты затыкаешь ум и слушаешь воду. Мелукат — это древний балийский ритуал водного очищения. Это не шоу, не экспириенс, это по-настоящему. Люди приходят в храм, делают подношения, надевают саронги и заходят под священный источник. Каждый поток воды — это символ очищения от мыслей, страхов, тяжелых эмоций. Ubud considerado centro espiritual. ¿Cierto? Sí, ¿Por qué? porque hay muchas maneras de limpiar tu alma, de hacer una recapitulación de lo que has hecho en la vida, y creo que es algo muy importante que no toda la gente toma en cuenta. Why did you come to Bali? For a big part for the healing, find myself back again, and for my confidence. Вы сейчас проходили обряд Мелукат. Да. Можете в 2 словах про него рассказать, что это такое, почему вы его прошли, что это вообще означает, может быть, для местных людей или для людей, которые сюда приезжают и проходят этот обряд? Ну, наверное, для местных это что-то более сакральное, и они лучше об этом расскажут. Все равно приезжие, мы понимаем, это достаточно поверхностно. Для нас это больше очищение. Очищение от каких-то житейских проблем, мыслей. Просто как вы занимаетесь йогой, концентрируетесь, если это все для вас, то этот обряд вы можете прочувствовать. Вы всей своей головой как бы погружаетесь не только в воду, но и в хорошие светлые мысли. Но на самом деле этот обряд — это всего лишь форма. То есть если вы хотите как-то очиститься, можно это сделать и не приезжая на Бали. Это можно где угодно сделать, но здесь это более символично, что ли. В Убуде главное не терять самоиронию, потому что, с одной стороны, да, все это может казаться полным отлетом, но с другой ты реально можешь выйти из практики и почувствовать, что внутри как-то тише. И вот где-то в этом балийском миксе между йогой, лавандой и мантрами и кроется настоящая магия. Вы знаете, иногда, чтобы почувствовать магию, не нужно ехать далеко. Достаточно проснуться в Убуде, взять байк и уехать вглубь острова. Здесь, среди холмов и тропического леса, лежат рисовые террасы, которые больше похожи на зеленый амфитеатр, где сама природа устроила спектакль. Все вокруг как будто в 4К. Листья ярче, воздух чище, тишина громче. Но если Убуд это про внутреннее, то следующая локация это прям вау. И сейчас я не шучу, потому что есть одно место, где ты понимаешь, насколько ты маленький и насколько огромной может быть природа. Добро пожаловать в нашу следующую причину, по которой Бали является лагерем для взрослых, где место найдет себе абсолютно каждый. И это природа. И знакомство с природой я бы хотел начать с острова Нуса Пенида.
остров, который буквально специально создан, чтобы выбить у тебя из головы весь городской шум и 30% твоего словарного запаса. Постоянно вы едете и просто Вы просто едете и оглядываетесь по сторонам. Я даже не могу связать уже двух слов, потому что обалдеть, как все красиво. Серьезно, когда ты видишь впервые эти виды, ты просто стоишь с открытым ртом. Скалы, высотой с небоскребы, пляжи, к которым ведут сотни ступенек, и океан, цвета о котором даже не подозревал твой Инстаграм. Кёлинкин-Бич – это динозавровый мыс, который ты видел 1000 раз на фото, но вживую он просто сносит крышу. Даймонд-Бич, белый песок, бирюзовая вода, лестница, высеченная в скале, будто из фильма про потерянный рай. Но Нуса Пенида – это не курорт, это приключение, настоящее. Тут нет пафоса, нет все включено. Все настоящее. Ты карабкаешься, потеешь, ты устал, но потом смотришь вниз и понимаешь, что все это было не зря, потому что природа здесь — это не просто фон, это главный герой. И, возможно, именно тут ты в первый раз за долгое время по-настоящему остановишься, просто чтобы посмотреть на эту воду, на эти скалы, на самого себя на фоне всей этой красоты. What is better, Nusa Penida or Bali? Nusa Penida. Nusa Penida is beautiful, yeah. I like Nusa Penida. Thank you, yeah. Thank you. Yes. И наша пятая причина, по которой Бали является лагерем для взрослых, где место найдет себе абсолютно каждый, это здоровье и баланс. Бали — это когда ты понимаешь, что забота о себе может быть не в тягость, а в кайф. Потому что здесь здоровый образ жизни — это не усилие, а часть окружения. Утро начинается с пробежки у океана или сессии йоги на крыше, перерывах смузи-боул с лососем и киноа. И это не потому что надо, а потому что хочется. Спортзалы на любой вкус. От простых open-air площадок до крутых фитнес-центров с криосаунами и восстановительными зонами. Вы можете заняться серфингом, поиграть в падл и многое другое. Тут ты начинаешь ценить свое тело и наполнять его не чем попало, а тем, что делает тебя живым. Плюс ты не один в этом. Здесь такое количество людей, кто в теме, что ты автоматически вписываешься в этот поток. Бали делает здоровый образ жизни естественным. И вот мой топ рекомендаций с качественной едой. Я перепробовал тут многое, от уличных варунгов до стильных кафе с подачей уровня ресторана. И я делюсь с вами тем, куда реально хочется возвращаться. Если хотите попробовать лучший наси горенг в Ченгу, идите в базар Бистро Бали. Простое, но очень вкусное место, без лишнего пафоса, просто правильно приготовленный наси горенг, который хочется доесть до последнего кусочка. Кстати, на канале есть выпуск про балийскую еду. И если не смотрели, там я как раз пробую наси горенг в этом заведении. Очень советую посмотреть выпуск. Ссылка в описании. Наси переводится рис. Горeng это жарко. Жаркий рис. Жаркий рис, да. Авокадо-шейки — это авокадо фэктори. Это уже не просто напиток, это ритуал. Плотный, насыщенный, идеально после тренировки или серфа. Если хотите лучшие завтраки в Кути, это The Alice Cafe. Уютное место, отличная сбалансированная еда и вайб утреннего спокойствия. Если вдруг вы соскучились по родной кухне, в Убуде есть Souls. Борщ как дома, сырники как надо. Иногда приятно вернуться к знакомому вкусу. Особенно после недели на боулах и кокосах. Если хотите попробовать веганскую кухню, но чтобы было вкусно, тогда в Убуде есть два места, которые меня реально удивили. Первое — это Алчеми Бали. Там все про осознанность, свежесть, баланс. Второе место — это Plant Bistro. Тоже веганская история, но даже если вы, как и я, любите мясо, все равно попробуйте. Серьезно, вкус, текстура, подача — все на высоте. Для стильного обеда или ужина это Нуса Байсука в Убуде. Ну а если вы на острове Нуса Пенида, то я советую вам два места. Первый — это The Chill Пенида, и второй — это Кактус Нуса Пенида. Еще одна важная фишка в заведениях на Бали — это то, что в счет всегда включен сервис, и в счет уже всегда включен налог. То есть вам не нужно думать о том, сколько оставлять здесь чаевых. Каждое заведение, я так полагаю, само решает, сколько вы им оставляете. Минимум это где-то 10%, и всегда включен, опять же, налог. Здесь все очень контрастно, здесь легко влюбиться и также легко разочароваться. Но в этом и есть суть. Бали он как жизнь. Не идеальный, но настоящий. И если ты готов видеть не только открытку, а и то, что за ней, вот тогда Бали по-настоящему раскрывается. Без иллюзий, без фильтров, настоящий. И в этом вся суть.
Принимать не только светлую сторону, но и тень. Понимать, что красота часто соседствует с хаосом, а вдохновение с усталостью, что настоящая жизнь — это не только моменты восторга, но и сомнения, и тревоги, и пробки по пути к мечте. Но именно через это приходит настоящее принятие, понимание, что идеальных условий не будет, что любое место, как и любая мечта, требует честного взгляда и смелости. А дальше все зависит от тебя. Вы знаете, Бали меня многому научил. Не только как красиво встречать закаты и рассветы или ездить на байке сквозь рисовые террасы. Нет, Бали научил меня принимать жизнь такой, какая она есть, без иллюзий, без фильтров. Потому что именно здесь ты начинаешь понимать, что мы так часто ждем правильного момента, того самого, когда станет понятно, куда идти, когда исчезнет страх, но правда заключается в том, что такой момент может не наступить никогда, потому что жизнь не дает никаких гарантий. Она просто идет. Да, страшно идти в неизвестность. Да, у вас может не хватить смелости, но знаете, что страшнее? Однажды проснуться, оглянуться назад и понять, что вы прожили не свою жизнь. Не попробовали, не рискнули, не сделали тот самый шаг, который мог изменить все. Я не знаю, получится ли у вас. Никто не знает. Но я знаю одно наверняка. Пусть дрожью в коленях, пусть неуверенно, пусть маленькими шагами, но нужно идти. Потому что движение — это и есть жизнь. И все то, чего вы так желаете и хотите, уже ждет вас. Просто по ту сторону страха. И если не сейчас, то когда? В любом случае, увидимся по ту сторону страха. Спасибо за просмотр.